Да, вы уже на один шаг стали ближе к изготовлению автоматических сдвижных ворот своими руками, ведь в этом полезнейшем видео мы наглядно покажем весь процесс их изготовления, установки, настройки и, конечно же, посчитаем их итоговую стоимость, а также развеем всякие сомнения о надобности автоматических раздвижных ворот на своем участке. Мы пришли к этому выводу на собственном опыте, эксплуатируя автомобиль для нужд обычной семьи еще со старыми распашными воротами. Отвезти, забрать детей из школы, съездить за покупками, на работу и множество других заездов и выездов на участок в современной жизни делают потребность в сдвижных автоматических воротах просто жизненно необходимой. Сдвижные ворота мы делали параллельно с новым забором. Многие процессы, такие как закупка и подготовка материалов, пересекались. Видео о изготовлении оригинального забора не как у всех уже есть на канале, уверен, они также будут вам полезны. И да, эти сдвижные ворота мы делали впервые, просто изначально хорошо разобрались в теме и постарались сделать их без особых косяков с первого раза. Тогда нам как раз и не хватало такого всеобъемлющего видео на эту тему, поэтому мы и решили создать этот обучающий ролик для тебя. Итак, началом изготовления раздвижных ворот стала порезка в заданный размер профильных труб. Сейчас металлическая профильная труба в подобных стальных конструкциях почти везде вытеснила металлический уголок, так как при том же весе, а соответственно и цене, конструктивно она получается прочнее. Все трубы мы закупили заранее, вместе с трубами для остального забора. Погрунтовать и покрасить трубы цельными на начальном этапе оказалось проще и быстрее, так как сложив их плотно между собой, они образовывают общую большую плоскость, удобную для покраски валиком. Разметку на металле точнее всего проводить с помощью чертилки с победитовым наконечником. В простом исполнении она стоит копейки, а служит чуть ли не всю жизнь. Для начала мы нарезали основные трубы для каркаса ворот сечением 40 на 60 мм. Большинство этих отрезков стыкуются под углом 90 градусов, а для полного кругового обвара такого стыка заготовку нужно отрезать точно под 45 градусов. Угол в 45 градусов легко отметить на трубе и без транспортира. Откладываем на ребре его же ширину в 40 мм. Получаем квадрат, проведя диагональ, в котором она как раз и будет соответствовать 45 градусам. А перевернув отрезок, можно проверить, будет ли он стыковаться точно под прямым углом. После отреза болгаркой на трубе почти всегда в конце остается зазубрина, мешающая в последующем плотной стыковке. Убрать ее проще всего, приплюснув ударами молотка. Таким образом мы нарезали все основные детали, а единственным ровным местом достаточного размера для их сборки оказалась терраса у дома. Как и у нас, в большинстве сдвижных ворот нижний элемент является направляющим рельсом. Он продается отдельно и часто вместе с комплектом направляющих роликов. Мы купили 6-метровый рельс, а он с учетом прогнозируемого веса ворот, провисанию которых противодействует боковой вынос с диагональю, где будут размещаться максимально разнесенные между собой направляющие ролики, задал максимально возможную ширину проема в 4 метра 13 сантиметров. Начальную сборку основного каркаса мы производили на сварочных магнитах. После проверки геометрии сравнением диагоналей схватили эту конструкцию на сварочные прихватки. Углы отреза боковой диагональной трубы отмеряли прямо по месту, очерчивая плоскость примыкания относительно основы. Также важно чертить линию отреза по всей окружности трубы. Так, контролировать точность отреза при резке болгаркой с рук будет легче, и сам узел будет стыковаться с меньшими зазорами. Последующая сварка будет аккуратней, каркас получит меньшее сварочное напряжение и в итоге его меньше покоробит.
Для прочности подобные ворота часто заполняют множеством коротких диагоналей, вписанных в небольшие прямоугольники. Нам показалось более разумно вписать две длинные диагонали, идущие с верхних углов к центру, ну и соответственно в центре мы добавили стойку. На эти диагонали, как в принципе и на все трубы внутреннего каркаса, мы использовали профильную трубу с сечением 20 на 40 мм. В сумме с таким сечением труб это подобие фермы уже имело достаточную прочность и стойкость к прогибам во всех плоскостях и на скручивание. Но для фиксации деревянных досок обшивки мы врезали в конструкцию еще 3 прожилины. Цельную трубу размечали на отрезке прямо по месту за один раз. Просто на метках также указывали толщину отрезного диска. Так процесс порезки продвигался намного быстрее и при этом точность подгонки не пострадала. И на этом этапе сварочные магниты реально помогали, начально фиксируя деталь прямо на весу в точно заданном месте. Почему-то я раньше их игнорировал, недооценивая их значимости. Нижнюю прожилину мы решили соединить короткими стойками с направляющим рельсом, создав таким образом простенькую внутреннюю ферму, которая добавляет роликовому профилю местной прочности на прогиб. Для чистоты и качества сварочных работ очень важно сбивать окалину с прихваток перед последующим проваром. Для этих нужд из старого байка мы сделали специальный молоточек с пирамидным точечным острием с одной стороны и вертикальным продольным с другой. Такой молоток сварщика отлично сбивает окалину как на плоских швах, так и на внутренне-угловых. Начальное соединение всех элементов на сварочной прихватке с последующим их полным обваром распределяет и уравновешивает сварочное напряжение, минимизируя общую деформацию всей конструкции в целом. Особенно важно нужно следить за прямолинейностью направляющего профиля. По возможности сварочный процесс в масштабах конструкции лучше вести справа налево. Во время сварки при желании опереться на деталь свободной левой рукой будет меньше шансов ее обжечь. Вроде бы и мелочь, но я за горячий шов левой рукой все же схватился. На данном этапе вес ворот еще позволяет маневрировать ими двумя парами рук. Вот поэтому обшивать ворота уже следует после их установки, так как в нашем варианте обшивка увеличит вес ворот почти вдвое, и они станут уже неподъемными. Сварка металла потребляет многоамперный ток, что требует подключения к держателю толстого тяжелого кабеля, а сам сварочный процесс требует чуть ли не миллиметровой точности, и ловить дугу на длинном конце электрода с постоянно дергающим держатель тяжелым кабелем не совсем удобно. Накинув пару витков кабеля на руку, он уже будет висеть на более сильном предплечье, перестанет дергать рукоятку, мешая сварочному процессу, и снимет лишнюю нагрузку с кисти. После схватывания всех деталей мы последовательно проварили вертикальные швы на всех соединениях, а после все горизонтальные с обеих сторон ворот. На хорошо видимых местах швы немного зачистили с помощью болгарки с зачистным кругом, а в местах прилегания обшивки сварочные швы зачистили вровень с плоскостью. Вот так выглядит готовый каркас с габаритными размерами 2 метра 4 сантиметра на 6 метров, из которых основная рабочая длина составляет 4 метра 23 сантиметра.
И да, если вы захотите повторить такие же ворота на своем участке, в описании под видео я добавлю ссылку на этот 3D чертеж, который начертил в автокаде. На данном этапе работы над каркасом ворот закончены. Мы убрали их в сторону и приступили к подготовке столбов и опорно-противовесного фундамента под направляющие ролики. Для двух опорных столбов мы купили квадратную профильную трубу с сечением 100 на 100 мм и толщиной стенки в 3 мм. Мы решили, что прочности этих труб будет достаточно, даже с учетом того, что столбы будут возвышаться над уровнем земли в 2 метра 15 сантиметров. Сверху трубы решили заглушить металлическими накладками. После их приварки и зачистки приступили к изготовлению фундамента для направляющих роликов. По сути, он должен состоять из мощного швеллера с приваренным арматурным каркасом. Но так как весь этот каркас в последующем будет залит бетоном, мы решили сэкономить и сделать его из металлолома. Да и мощного цельного швеллера под руками тоже не оказалось. Поэтому мы сварим его из составных частей. В основе стал кусок 160 мм швеллера, который мы нарастим в длину до 1,80 м кусками швеллеров чуть поменьше. Основной столб, который будет нести верхние направляющие ролики, решили приварить к этому закладному фундаменту под точным углом в 90 градусов. Так чуть позже мы одновременно зальем их бетоном, и в итоге весь этот узел будет прочнее, а при монтаже их не нужно будет равнять относительно друг друга. Дальше мы приступили к копке ямы под бетонирование. На время работы мы хотели сохранить старый забор вместе с воротами, чтобы участок остался более-менее защищенным и мы могли спать спокойно. Не так давно мы уже добавили в свою жизнь спокойствие, установив в доме систему безопасности Ajax. Это профессиональная система, которая комплексно защищает от ограбления, затопления, пожара и даже руководит питанием электроприборов. Потратив огромное количество времени и сил на постройку дома и ремонт, больше всего хочется полностью обезопасить его. Именно поэтому мы решили доукомплектовать нашу систему и расширить ее на весь участок. И для этих целей у Ajax уже есть готовое решение в виде беспроводных уличных датчиков движения Motion Protect Audio. Два инфракрасных сенсора позволяют отсеять 100% ложных тревог, таких как покачивание деревьев, насекомых и домашних питомцев. Конечно же, датчик защищен от любой непогоды, дождя, мороза и жары. У злоумышленника не получится перекрыть ему видимость, когда система снята с охраны, потому что датчик обладает системой антимаскирования и быстро определяет саботаж, поднимая тревогу. И все датчики Ajax моментально реагируют на попытку сорвать их скрепление, уведомляя вас и охранную компанию. А благодаря умной розетке Ajax можно удаленно включить уличное освещение и отпугнуть грабителя еще до приезда охраны, ведь интуитивно понятное приложение позволяет легко настроить и управлять всей системой с любой точки мира. Обезопасив двор, мы не забыли и про гараж, в котором установили датчик движения с фотокамерой Motion Cam плюс датчик открытия двери Do Protect. Систему безопасности мы легко установили самостоятельно, но для стабильной работы производитель все же рекомендует доверить установку профессионалам. Если вы хотите спать спокойно, защитив свой дом или участок, то переходите по ссылке в описании, где вы сможете заказать стартовый набор Ajax с 10% скидкой. Чтобы старые столбы не обрушились в яму, подперли их диагоналями, а также пришлось переварить петли и перевесить старые ворота, чтобы им не мешали новые столбы открываться наружу. Под бетон мы выкопали прямоугольную яму с примерными размерами 2 на полметра и глубиной в 1 метр. С учетом плотности бетона, примерный расчетный вес этого параллелепипеда получится 2 тонны 200 килограмм. Его роль будет заключаться не только в опорной нагрузке, но также ворота при открывании и закрывании будут висеть у него с одной и с другой стороны, добавляя фундаменту моменты качения. Этому качению как раз и будет сопротивляться его вес, зажатый с 5 сторон землею.
Хотя этот узел со столбом и фундаментом по весу получился значительным, но садовая тачка намного облегчила его передвижение и установку. Для временной фиксации этого узла по высоте мы прикрутили к нему горизонтальную доску, под которую подложили подкладки. А подкладка доски с другой стороны выровняла этот узел по горизонтали. Второй столб по уровню земли выровняли такой же деревянной досточкой, а сам чистовой нулевой уровень разметили заранее для всего забора с помощью лазерного уровня. Для фиксации столбов продольной плоскости забора забили в землю колышки и с помощью горизонтальной рейки зафиксировали к ним столбы. А уклоны будет удерживать диагональная рейка, прикрученная к этим же колышкам. 160-мм швеллер в этом узле теперь мне казался даже избыточным. Хотя я наблюдал использование здесь и 200-мм швеллеров, а по факту, зная точное расположение роликов, здесь с огромнейшим запасом хватило бы и 100-мм швеллера. Ведь по сути его роль сводится лишь к надежному креплению роликов к бетону и удобному размещению электропривода. До заливки бетона мы также подготовили каналы для прокладки проводов. В качестве этих каналов отлично подойдет 32-мм ПНД труба. Закончив все подготовительные работы, мы принялись заливать фундамент бетоном. Для бетона использовали 500-й цемент, а общее соотношение было таким: 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 4 ведра щебня. Примерная марка бетона получилась М200, по классу бетона это Б15. Его прочности вполне достаточно даже для фундамента дома. При заливке бетон уплотняли парой реек, а залив его вровень с землей, в итоге получили бетонный блок, который вместе с металлическим каркасом весит около 2300 кг и прочно зафиксирован в земле. Точно так же мы залили бетоном и второй столб. Этот столб стоит здесь как самостоятельный элемент и соответственно несет меньшую нагрузку, поэтому глубина ямки составляет 80 см с диаметром в 50 см. Чтобы не испачкать столбы, можно было бы заранее обмотать их пленкой, но нам показалось проще вытереть их мокрой тряпкой. В идеале нужно дать бетону выстояться хотя бы 3 дня, а у нас он вообще простоял так пару недель, после которых мы демонтировали все деревянные подпорки и перешли к следующему этапу, к установке ворот. Вместе с 6-метровым направляющим рельсом для роликов мы также купили и сам роликовый комплект, в который также входят задняя и передняя заглушка вместе с накатным роликом, нижний и верхний уловитель ворот, регулируемые верхние направляющие ролики, 2 основные роликовые каретки, которые качаются на центральной оси и состоят из 4 пар 303 подшипников, заключенных в металлическую обойму. А также мы докупили комплект болтов с гайками для регулировки кареток по высоте. Разметив места под ролики, зачистили их перед последующей сваркой.
Очень важно максимально широко разнести ролики друг от друга, насколько это позволяет выступающая часть направляющего рельса. Так нагрузки на эти ролики с удлинением плеча противовеса будут меньше. Перед установкой ворот мы покрасили все места сварки на самих воротах и на столбах. После переноски ворота первично установили на свое место на деревянные подкладки, которыми выровняли их по высоте вровень с остальным забором. Установили две роликовые каретки в рельс на свои места. Заглушили рельс сзади, а спереди смонтировали переднюю заглушку с накатным роликом. Примеряли верхние ролики и с помощью струбцин жестко зафиксировали ворота к столбам, задав четкий зазор между ними деревянными дощечками толщиной в 2 см. Первично привариваем верхние направляющие ролики и регулируем их, поджимая к верхней трубе ворот, оставляя маленький зазор в пару миллиметров для свободного хода. Для установки верхнего и нижнего уловителя ворот нужно сделать небольшие выносы, мы их сделали из уголка. Центрируем эти узлы, прижимая к воротам и привариваем. Поджимаем регулировочные болты роликовых кареток к швеллеру и прихватываем каждый болт по одной точке. Ну что же, настал долгожданный момент первого испытания. Откручиваем струбцины, убираем все деревянные подкладки и проверяем легкость хода при открывании и точность попадания в уловители при закрывании. Да, все получилось отлично. Теперь можно намертво приварить болты кареток. С помощью этих болтов всегда можно будет подрегулировать провисание ворот, так чтобы накатной ролик при закрывании на пару миллиметров приподнимал сами ворота. Так будет сниматься нагрузка с направляющих роликов в момент их простоя при закрытых воротах. Ворота, как и весь забор в целом, мы будем обшивать с двух сторон обожженной доскою. Подробнейший рассказ о изготовлении по древней технологии такого необычного колоритного материала, который самостоятельно противостоит погодным условиям, мы показывали в прошлых видео. Под доски размечаем четкий шаг в 18 см. Этот шаг мы заранее просчитали и нанесли на всю рулетку. Так процесс разметки происходит в разы быстрее. Наружные доски имеют ширину в 150 мм, и каждую из них мы прикручивали 6 саморезами, а зазор между планками составляет около 3 см. Этот зазор перекрывала уже внутренняя зашивка ворот доскою шириной в 120 мм. Теперь старые ворота уже утратили свою надобность, и мы благополучно их демонтировали. Настал момент сделать эти раздвижные ворота автоматическими. К монтажной пластине электропривода приварили пару выносных профильных труб. С их помощью мы приподнимем мотор и установим в нужное место.
Под проводку мы сделали новое отверстие, через которое провода к мотору будут подключены скрытно. Как раз в этом месте выходят две закладные трубы, идущие к обеим столбам. Проверив положение электропривода относительно зубчатой рейки, окончательно привариваем его фундамент. В принципе, электропривод можно разместить в любом месте на протяженности между этих двух роликов. У нас это место предопределили выходы под провода. В комплекте с автоматикой мы также купили 5 зубчатых реек. С ними идут длинные цилиндрические гайки, которые как раз и привариваются к направляющему рельсу. Первый кусок зубчатой рейки прихватили, оперев ее прямо на зубчатое колесо. Между собой рейки выравнивали через такой же отрезок зубчатой рейки. Так шаг между зубьями в месте соединения будет идеален. Все остальные зубчатые рейки по высоте ориентировались по шаблону из деревянной рейки, которая задавала одинаковую для всех реек высоту от верха трубы. Отключив сцепление зубчатого колеса от редуктора, мы проверили его ход по зубчатому погону. На данный момент ход этой зубчатой рейки уже получился мягким и достаточно плавным, но во избежание последующего эксплуатационного закусывания или заедания от возможного мусора или грязи, всю зубчатую рейку нужно приподнять над зубчатым колесом от 0,5 до 1 мм. Отверстия на зубчатых рейках под крепежные болты как раз и имеют вертикально продолговатую форму для такой тонкой регулировки. В дорожном асфальтовом покрытии нам пришлось прорезать и выкопать небольшую траншею, так как с этой стороны к мотору мы подведем питающий кабель, а от мотора с автоматикой к противоположному столбу будет идти двухжильный сигнальный кабель к инфракрасному датчику. Проводку в закладные трубы протягивали с помощью стальной проволоки, и первые 3 двухжильные кабеля затянули в близлежащий столб. Один двухжильный кабель пойдет наверх столба к сигнальной лампе, а основной инфракрасный датчик требует для подключения 4 жилы, поэтому к нему мы провели 2 двухжильных кабеля. В траншею запускаем двухжильный кабель питания плюс двухжильный сигнальный. Чтобы проводка в земле была защищена от повреждений, запускаем ее в 20-мм ПНД-трубу. Питающий кабель протянули к основному вводному электрощитку, и там же мы установили защитную автоматику. Все выходы проводов и переходы между закладными трубами загерметизировали силиконом. Питающий кабель имеет сечение медных жил в 1,5 мм квадратных. Он может пропускать ток силой до 15 ампер, а этого вполне хватает практически для любой автоматики раздвижных ворот. Естественно, номинал защитного автомата нужно подбирать, ориентируясь на максимальный потребляемый ток именно вашего электропривода. В нашем варианте мы поставили 6-амперный защитный автомат. Сечение жил во всех остальных сигнальных проводах мы выбрали в 0,5 мм квадратных. Токи там минимальные, и такое сечение жилы более чем достаточно. Сигнальную лампу установили наверх столба. Там она отлично заметна со всех сторон. Инфракрасные датчики, которые обеспечат аварийную остановку ворот в случае попадания в их поле зрения препятствия, мы установили на высоте около 40 см от земли. Подключение проводов к ним описано в их же инструкции, и разобраться в ней не составит особых сложностей. Точно так же несложно будет разобраться по инструкции с подключением проводов к конкретной автоматике для раздвижных ворот. Там же будет описана установка концевых магнитов на зубчатую рейку, привязка радиобрелков управления и настройка схем их работы. В разных вариантах автоматики эти инструкции немного различаются, поэтому здесь подробно останавливаться мы не будем.
И вот, по завершению всех финальных штрихов, автоматические раздвижные ворота пришли в нашу жизнь. И они реально изменили качество жизни в лучшую сторону. Теперь даже пешком, выходя из двора, приоритет отдается не калитке, а самооткрывающемуся порталу. Каких-то лет 30 назад поколение наших родителей об этом могли лишь мечтать. Ну а теперь о стоимости. В общие материальные затраты вошли стальные профильные трубы для каркаса ворот, центральных столбов, и для вас мы подсчитали стоимость нового швеллера для фундамента плюс 12-мм арматуру. Итого $170. 6-метровый направляющий рельс с комплектом роликов и заглушек $90. Бетон на фундамент ворот и столбов еще $60. Доска на двухстороннюю зашивку плюс затраты на ее обработку $50. Кстати, почти столько же стоила бы односторонняя зашивка ворот профнастилом, автоматика с зубчатой рейкой, пультами плюс сигнальная лампа плюс инфракрасные датчики $260. И другие мелкие затраты: краска, электроды, отрезные круги, саморезы и т.д. еще $30. В итоге суммарные затраты по материалам составили $660. Трудовые затраты оценить очень сложно, так как подробная съемка всего этого процесса увеличила его длительность в разы. Но если бы нам пришлось повторно изготовить такие же ворота, то сейчас мы бы затратили примерно 10 человека дней. Эксплуатируя эти ворота уже 4 месяца, мы можем с уверенностью сказать, что автоматические раздвижные ворота принесут комфорт и удобство каждому частному дому. Но утверждать, что их обязательно нужно изготавливать собственноручно, мы не можем. Любая работа будет выгодна только тогда, когда она будет приносить еще и удовольствие. По крайней мере, в своей жизни мы стараемся поступать именно так. Мы надеемся, это видео вам понравилось и вы провели эти полчаса с пользой. Если у вас есть замечания или опыт на эту тему, пожалуйста, дополните это видео своим комментарием. Основная тема нашего канала – это строительство и обустройство собственного дома. Мы уже начали работу над масштабным полным видео о поэтапном строительстве каркасного дома, в котором мы реализовали множество нестандартных решений. В нем наглядно покажем весь процесс строительства, разъясним технологию, посчитаем стоимость, расскажем о плюсах и минусах каркасника, покажем ошибки и их решения и дополним все это 3-летним опытом проживания с выводами. Кстати, подобный фильм о бюджетном строительстве газобетонного дома, который мы помогали строить родителям, уже есть на канале. Увидимся!